Что делать, если в игре на счет ноги как будто прилипают к полу? Как переносить вес тела, если совсем не чувствуешь свои ноги? И какие делать упражнения, чтобы научиться двигаться в игре на счет? Вы, наверное, не раз сталкивались в игре с тем, что ноги не слушаются. Вроде пытаетесь сделать удар, но когда мяч пролетает мимо, вы понимаете, что не дошли до него. Или наоборот, вы видите, что мяч летит прямо в вас, но в этот момент ноги как будто парализовало. В итоге мяч прилетает в живот, и вы сердито качаете головой. Вы думаете, почему мои ноги стоят на месте? Да, это боль, с которой сталкиваются 92% любителей. И сегодня мы разберемся, почему ваши ноги все время прилипают к полу и как от этого избавиться. Смотрите этот ролик до конца, и вы получите ответы на все эти вопросы. Также вас ждут рабочие упражнения для занятий дома, чтобы научиться управлять своим весом тела, научиться двигаться. И я поделюсь секретом, как приучить свои ноги двигаться в игре на счет. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Давайте для начала разберемся, зачем вам вообще отрабатывать перемещение и разрабатывать свои ноги. Ноги – это хлеб теннисиста. Вся игра строится на движении, и чтобы играть результативно, вы всегда должны четко перемещаться. За что отвечают ноги? Ноги выводят ваше тело в нужную позицию. Ноги стабилизируют ваше тело перед ударом. Ноги берут энергию от земли и передают ее в таз, и дальше уже вся энергия идет в руку. То есть, если у вас разработаны ноги, то вы всегда успеваете подойти к мячу, эффективно выполнить удар всем телом и остаться в розыгрыше, не потеряв равновесие. Вспомните, что с вами происходит, когда вы делаете удар. Из своей тренерской практики скажу, что кто-то проваливается назад, когда делает топ-спин справа по подрезке. Кто-то после первого удара остается на месте и не успевает за вторым мячом. И причина этих ошибок кроется именно в ногах. Поэтому ногам необходимо уделять особое внимание. Конечно, на любительском уровне важно понимать свои возможности. Если у вас лишний вес, то прыжковые упражнения с большими перемещениями вам могут навредить. Если мышцы слабые, то нет смысла хвататься за сложные упражнения. Здесь к тренировке надо подходить с головой. Когда тебе за 30 и ты начинаешь делать упражнения с 3 точек, никогда до этого не занимаясь, то это будет сомнительная авантюра. Здесь также необходимо идти от простого к сложному. Хорошо, что же тогда делать? Первое, с чего нам надо начать, подтянуть немного теорию. Разберу все простым языком. У нас с вами есть игровые стойки. Нейтральная, правосторонняя и левосторонняя. Левосторонняя стойка практически не используется. Некоторые игроки ее занимают, когда делают удар слева по завышенным коротким мячам. Плюс, когда есть время для завершающего удара и иногда для контратаки из дальней зоны. Нейтральная стойка используется в начале розыгрыша. Это наша стартовая позиция для приема подач и ударов слева. Правосторонняя стойка используется для ударов справа. Это необходимо знать для того, что когда вы выходите бить по мячу, то необходимо поставить ноги определенным образом. Дальше у нас есть направления, в которые мы двигаемся, и мячи, на которые нам надо выйти. Например, перемещение вправо-влево приставным шагом, когда надо сместиться для удара в сторону. Перемещение вперед-назад, когда мяч летит в край стола и нам надо отойти. Короткий мяч, когда надо сделать шаг правой ногой вперед, чтобы дотянуться к сетке. И дальше идут их различные модификации. Каждая игровая ситуация требует своего выхода ногами. Чем больше у вас изучено выходов на разные мячи, тем лучше вы двигаетесь. Супер! Как тогда научиться работать ногами? Вначале вам надо найти свою игровую стойку. Как это сделать? Поставьте свои ноги чуть шире плеч, корпус наклоните вперед и выполните несколько пружинистых покачиваний на месте и зафиксируйтесь в нижнем положении. Это будет вашей оптимальной высотой вашей игровой стойки. Но это работает не для всех. Если ваш рост больше 180 сантиметров, то чтобы оказаться на приемлемой высоте у стола, то вам придется расставить ноги шире. Да, это маленький недостаток высоких спортсменов. Надо ноги ставить шире, чтобы оказаться пониже. Вес на передней части стопы, но не чисто на пальцах. Отлично. Так примерно вы будете стоять на приеме подачи и готовиться к топ-спинам слева. Теперь встанем в правостороннюю стойку. Для этого поставим ноги вместе, правую отведем на полстопы назад и отведем ее в сторону на расстоянии чуть шире плеч.
Эта стойка вам нужна для ударов справа. Все переходы, которые вам нужно будет иметь, будут именно как раз таки между нейтральной и правосторонней стойки. Когда мы разобрали с вами стойки, необходимо научиться их менять. Мы вначале делаем это за счет шага правой ногой. Для начала нам надо просто разработать правую ногу. Встали в нейтральную стойку, теперь переставили правую ногу и встали в правостороннюю стойку. Повторите так 20-30 раз. Здесь вы учитесь просто менять стойку одним шагом. Теперь в это задание добавляем работу с весом тела. То есть нам надо загружать ноги в каждой стойке. Это нужно, чтобы уметь вкладывать больше силы в мяч во время удара. Встаем в нейтральную стойку и присаживаемся. Нам надо почувствовать напряжение, как при приседаниях, что в коленях у вас появилось легкое давление. Теперь немного разгибаем ноги и встаем в правостороннюю стойку и переносим вес тела в сторону назад и подсаживаемся на правую ногу. Теперь надо здесь почувствовать тяжесть именно в правой ноге. Сделайте так 20-30 раз. Думаю, вы почувствовали, что такое вес тела в ногах. Теперь я вам покажу упражнение на амортизацию. Когда у вас деревянные ноги, это показатель, что у вас не хватает эластичности мышц, и вы не понимаете, как пружинить, то есть амортизировать ногами. Упражнения на амортизацию помогут вам почувствовать пружинку и снять нагрузку с ваших суставов. Итак, для этого мы встаем в нейтральную стойку и начинаем делать просто покачивание на месте. Делаем 3 раза на месте, делаем приставной шаг в сторону и снова делаем 3 пружинки на месте. Снова в сторону и 3 пружинки. Так можно поделать 1-2 минуты, отдохнуть и снова повторить. Следующее задание чуть посложнее. Вы встаете в нейтральную стойку и делаете 2 пружинки в виде покачивания. Затем делаете прыжок в правостороннюю стойку и снова 2 пружинки. После этого делаем прыжок обратно в нейтральную стойку и повторяем так по кругу в течение 1-2 минут. Можете отрабатывать эти задания по 2-3 подхода в течение недели, и вы почувствуете больше легкости в своих ногах. В целом, чтобы эффективно выполнять каждый удар и не прилипать к полу, необходимо делать все задания с помощью специального комплекса упражнений. В этот комплекс входят упражнения на умение работать с центром тяжести. Они необходимы, чтобы играть не одной рукой, а всем телом. Упражнения на амортизацию ног, чтобы ноги были легкие и не прилипали к полу. Упражнения для выхода на короткие мячи, на косые. Они вам нужны, чтобы вы не думали в игре, как и какой ногой подходить к мячу. Это все повысит ваш уровень игры и поможет выигрывать более сильных соперников. И для вас, мой дорогой друг, я подготовил курс «Домашние тренировки». В нем я собрал все самые полезные упражнения для разработки ног, которые вы сможете делать в зале и у себя дома. В нем все задания на перемещение выстроены в одну систему и адаптированы для начинающих любителей и для тех, кто уже давно в настольном теннисе. Также в курсе вас ждет подробное погружение в технику ударов, и вы на выходе получите не только разработанные ноги, но и освоите правильные удары, что кардинально улучшит вашу игру. Чтобы ознакомиться с курсом, переходите по ссылке в описании. Когда разработали ноги, то еще необходимо перенести это в игру на счет. Здесь необходимо действовать по определенным шагам. Давайте их разберем. Первый шаг. Вы ставите технику с тренером в зале, либо самостоятельно дома. Второй шаг. Закрепляете это дома, выполняя задания на перемещение с имитацией ударов. Третий шаг. Вы начинаете делать простые задания за столом. Например, право-центр. Вначале на БКМ, потом на стабильность с партнером. Четвертый шаг. Вы отрабатываете это задание после своей подачи. Например, вы подаете маятник с боковым верхним вращением в левый угол. Вам толкают мячик обратно по прямой, и вы начинаете играть задание. Пятый шаг. Вы делаете упражнение право-центр на реакцию. То есть напарник подставляет либо вправо, либо в середину стола свободно, а вам надо правильно среагировать ногами. Шестой шаг. Напарник вам просто раскидывает по правой половине на реакцию, а вы стараетесь точно выпрыгнуть ногами на каждый удар. И седьмой шаг. Включаем нижнюю подачу. Напарник вам режет под право на реакцию и дальше также подставляет по правой половине на реакцию, чтобы вы учились реагировать ногами. Эта последовательность поможет вам внедрять те перемещения, которые вам больше всего нравятся. Ноги – это наше все. Поэтому разрабатывайте свои ноги, учитесь переносить вес тела, отрабатывайте перемещения и работайте на реакцию. И самое главное, укрепляйте мышцы, ведь быстрые перемещения со слабыми ногами приведут к травмам. Поэтому закачивайте свои ноги и не забывайте делать заминку и тянуться после тренировки, чтобы они у вас расслаблялись
и восстанавливались после тяжелой работы. Для тех, кто хочет знать больше упражнений на перемещение, то переходите по ссылке в описании. Еще больше полезной информации в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, там я провожу прямые эфиры, и у вас есть возможность задать вопросы в реальном времени. На группу ВКонтакте и на YouTube канал. С вами был Иван Толмачев, до встречи на следующих уроках.